Привет! Сегодня я расскажу вам все о формировке, обрезке, подвязке томатов всех типов роста и плодоношения. Подробно объясню, как найти пасынки, когда удалять листву, чтобы не навредить росту растений и урожаю. Схемы для сохранения скриншотами будут на экране в конце видео. Вы на канале Делай Дачу, меня зовут Яна. К делу. Так, давайте разберемся, что мы будем обрезать и когда. Каждый томат в пазухе листа отращивает пасынки. Это боковые побеги. Они отнимают очень много сил у растения, и удалять их нужно своевременно, пока они еще не выросли и не оттянули на себя питание. Они очень сильно конкурируют с цветочными кистями. Из-за этого плоды завязываются гораздо медленнее и позже, и, соответственно, позже созревают, и урожай мы получим гораздо позже. Растение потратит силы впустую. Также постепенно мы будем удалять листья у помидор. В первую очередь, потому что они ложатся на землю и при контакте с почвой собирают споры грибков, что приводит к заболеваниям. Нам это совершенно не нужно. Самые главные слова здесь – это своевременно и постепенно. Давайте я теперь на примере каждого вида помидор расскажу и покажу, где находятся пасынки, которые нужно удалять, а где те, которые мы будем оставлять для формировки куста. Первое, одно из самых важных правил обрезки – это то, что мы это делаем чистым инструментом и чистыми руками. Проще всего для этого использовать спиртовые салфетки или же какие-то другие дезинфицирующие растворы. Хлоргексидин, спирт, да хоть обычную водку. Я протерла руки спиртовой салфеткой и обрабатываю лезвие своих ножниц. Это обязательно, потому что в открытые раны попадают инфекции, растения могут заболеть. Итак, начинаем мы с обрезки наших малышей. В первую очередь это санитарная обрезка. Удаляем нижние листья, которые касаются почвы, для того, чтобы они не собирали заразу. Убрали. Листья убираем по 2-3 штуки постепенно, для того, чтобы растение не испытывало сильный стресс и не тормозило свой рост и развитие. Дальше давайте искать пасынки. В пазухе каждого листочка начинают образовываться боковые побеги. В начале видео я рассказывала, что у карликовых томатов много урожая завязывается именно на боковых. И здесь мы будем удалять только 3 самых нижних пасынка. 1, 2 и 3. На этом формировка карликового томата завершена. Дальше он будет из этих пасынков наращивать дополнительные стволы, которые также вот уже зацветают, формируют цветочные кисточки. На них также будет образовываться и зреть урожай. Это у нас детерминантный томатик. Особенность сорта вот такое скручивание листьев, с ним все в порядке. Так, поехали дальше. Здесь точно так же начинаем санитарные обрезки нижних листов. Они постепенно сами желтеют, отмирают, потому что свою функцию они уже выполнили. Вот так они уже выглядят. Мы их убираем. Тут у нас уже выросли вот такие кусты. Это пасынки. Убираем пасынок у первого листа. У второго листа тоже убираем. И так мы продолжаем убирать пасынки до первой цветочной кисти. Обращаю ваше внимание, что пасынок я не выламываю до самого основания. Я оставляю примерно полсантиметра пенечек
для того, чтобы впоследствии здесь не вырос новый пасынок. Если выломать его полностью, пасынок начнет отрастать заново. Продолжаю обрезку на коротенький пенек всех пасынков и малышей в том числе. Здесь совсем малюсечка. Ну, здесь еще даже и обрезать-то толком нечего, ну вот, убираем. Итак, мы пришли к нашей первой цветочной кисточке. Это нам маячок для того, чтобы понять, какой пасынок мы будем оставлять на формировку второго ствола нашего помидора. Вот он, пасынок. Он заметно отличается от остальных. Он сильный, мощный и со временем догонит по толщине основной ствол. Его мы оставляем и из него будем формировать второй ствол, на котором также будут завязываться цветочные кисти и наш урожай. Впоследствии на этих двух пасынках мы также оставим по одному самому сильному под следующей цветочной кистью. И таким образом детерминантный томат у нас будет формироваться в 3 или 4 стебля. Это наш индетерминантный томат, сорт Монпассье от компании Партнер. Обещают в кистях супер букетное плодоношение маленьких сливок. Выращиваем его первый раз, посмотрим. То же самое. Обрезаю нижние листы, которые лежат на земле. Обрезаю все пасынки, оставляя пенечек. Последний пасынок под обрезку. Мы точно так же пришли к первой цветочной кисти и под ней, вот она, кисть, под ней лист и в пазухе пасынок. Этот пасынок у нас будет вторым стволом, который мы также поведем на плодоношение. Больше пасынков на индетерминантных томатах мы не оставляем. Это единственный пасынок, который мы не обрезаем. Вот мы провели обрезку наших помидорок. Обязательно надо учесть то, что открытые раны, где вы сделали срез, это ворота для инфекции. Поэтому обрезку мы проводим строго не позднее, чем за 2 часа до заката, чтобы ранки успели подсохнуть. И мы успели провести обработку от болезней и вредителей. Наши помидорчики пока еще маленькие, но я покажу вам очень удобный способ подвязки. Вот такие скобы мы покупали на Озоне. Они есть на всех маркетплейсах и даже в садовых магазинах. Можно сделать своими руками из старых электродов. К скобе привязываем шпагат. Мы используем синтетические, потому что натуральные обычно не выдерживают веса урожая и рвутся. Скобу с привязанным шпагатиком втыкаем в землю возле помидорчика и натягиваем шпагат к опоре. Дальше мы поднимаем наш помидорчик и просто обвиваем его вокруг шпагатика. И дальше с течением роста продолжаем это делать по шпагату. Сегодня я подробно вам объяснила про разные типы томатов, их особенности и правила обрезки, формировки. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также пишите, если у вас есть какие-то хитрости по обрезке и формировке, которыми вы пользуетесь постоянно. Будем все вместе обсуждать. Надеюсь, что вам было все понятно. Вы примените новые знания на своих дачных участках. Ваши помидорки не будут болеть, а будут радовать вас обильным и вкусным урожаем. Делайте дачу вместе с нами, подписывайтесь на канал и до новых встреч!